Всем привет! Меня зовут Светлана. Вы на моем канале о вязании. В сегодняшнем видеоролике я приготовила для вас не только описание и подробный рассказ, как связать классный детский кардиган в цвете орхидеи, а также при просмотре видеоролика вы узнаете все мои секреты, которыми я пользовалась, когда вязала эти кардиганы на заказ. И поверьте, у меня не было ни одного плохого отзыва и ни одного обиженного клиента. Так что приятного просмотра! И буду рада вашим комментариям под видеороликом. Для работы нам понадобится пряжа Alize Lana Gold Classic 100 грамм 240 метров. Для нее я использую крючок номер 4. По количеству пряжи я вас сориентирую чуть дальше в видеоролике, поэтому кому интересно, смотрим дальше. И да, девочки-новички, вам я рекомендую взять еще сюда с собой маркеры, ну и, конечно, подобрать сразу пуговички. Могу сразу сказать размер кардигана, который я буду здесь показывать. Это 86-92 сантиметра ростом, или по-другому годик-полтора. В моем образце 10 на 10 сантиметров. У меня получается 13 петель и 14 рядов. Нам необходимо сделать соответствующие замеры нашего малыша. Это окружность груди, окружность животика обязательно, окружность шеи, длину рукава общую от плеча и до кисти. Я считаю не по окружности шеи, я считаю по окружности головы. Окружность головы я беру 48 сантиметров. Это где-то год-полтора. Высчитываем количество петель, которые нам необходимо будет набрать. Я буду составлять по методу составления пропорции. У меня получается окружность головы. Я умножаю на количество петель в 10 сантиметрах и делю все это на 10. У меня получается 62,4. Ну или по-другому 63 петли. Теперь что мы делаем далее? От 63 петель нам нужно вычесть регланные петли. У нас их, понятное дело, 4. Значит, 63 отнимаем 4, остается 59 петель на основную часть. Теперь как бы по всем правилам нам нужно эту цифру 59 разделить на 3. То есть у нас должно получиться одна часть на спинку, одна часть на перед и одна часть на 2 рукава. Если мы просто делим на 3, у нас получается 19,6 петель. Но это если мы делаем вещь, которая не будет у нас с запахом. А поскольку у нас впереди будет больше петель, чем на спинке, это нужно для того, чтобы банально все детки, они, как правило, у нас с животиком идут. И поэтому сюда мы оставляем больше петель. Во-первых, я буду брать не 63 петли, а 61. И плюс 1 петля у нас петля подъема. То есть всего 62 петли. Но рукава я оставляю по 12 петель. Поскольку это будет верхняя одежда, и нам нужно, чтобы рукав был изначально чуть свободнее. По одной петли реглана, по 10 петель я оставляю наперед, и 13 петель оставляю на спинку. Видите, у нас на спинке должно быть 19,6. В общем, нам нужно, чтобы у нас наперед уходило чуть больше петель. Видите, в сумме получается 20 наперед и 13 на спинку. И это как бы так и должно быть. Не пугайтесь в цифрах, дальше в процессе вы все поймете. Итак, приступаем к вязанию. Под эту пряжу для своей руки
для своей плотности вязания я использую крючок номер 4, поскольку мне нужно полотно, чтобы было мягкое и не дырявое, чтобы оно было достаточно так плотно связано. Если брать меньше крючок размером, то полотно будет слишком грубовато для малыша. Принцип кольчуги создавать я тоже не хочу, поэтому я не беру пятерку. А вы смотрите уже по той пряже и по своей плотности обязательно, какой крючок вам необходим. Крючком номер 4 я набираю 62 воздушных петли. Теперь во вторую петлю от крючка приступаем к вязанию. Я вязать буду за верхнюю стенку петли, то есть за заднюю. Вы вяжете как вам привычнее. Также вяжу я способом крестики. Как я вяжу этот способ, вы можете посмотреть на нашем канале. Ссылочку прикреплю в описании к видеоролику. Теперь смотрите. Провязываем 10 столбиков без накида. Сюда же входят и кромочные петли. То есть нет такого, что мы провязываем 11 столбиков, поскольку 10 на полотно и 1 кромочная. Нет, всего 10 столбиков вяжем. Прибавки по регланным линиям мы будем делать через ряд, то есть только в лицевом ряду. Еще попутно в процессе вязания мы будем сразу вывязывать отверстия для пуговичек, поскольку изделие я хочу сделать на пуговичках. Так, провязали 10 столбиков. Теперь мы вяжем 3 столбика в одну петлю основания. 1, 2 и сюда же 3. В центральный столбик, во второй, мы устанавливаем маркер. Поскольку в следующем ряду мы прибавки делать не будем, в четвертом ряду мы можем потерять это место линии реглана. Теперь провязываем 12 столбиков рукава. Не пугайтесь, если сейчас для вас ничего не понятно. Дальше у вас будет все как нужно складываться в голове, вся картинка. И вы, когда свяжете первые ряды, вы уже поймете, про что именно я сейчас пытаюсь объяснить. Провязала 12 столбиков. Теперь также 3 столбика в одну петлю основания. Можно, конечно, сделать 1 столбик, воздушная петля и потом 1 столбик. Но мне так не понравилось, как смотрится на изделии. В целом вы можете вязать так, как вам удобнее. Я всегда про это говорю. Ориентируйтесь на свою руку. Я лишь показываю изделие в целом, как оно вяжется, как я это делаю. Поскольку запросов поступает очень много, а вы уже смотрите, как. Вот такой принцип вязания был сделан, вот что в итоге получилось. Вяжем петли спинки, у меня их 13. Теперь провязываем 3 столбика в одну петлю основания и центральный столбик также отмечаем при помощи маркера. Вяжем 12 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и еще 2 петельки. 11 и 12. Вяжем 3 столбика в одну петлю основания. Один, 2 и сюда же 3. Отмечаем центральный. Провязываем 10 петель полочки. Провязали мы второй ряд, делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. В третьем ряду это изнаночный ряд. Мы не будем делать никаких прибавок, убавок тем более. Мы просто вяжем столбики без накида, как они есть. Единственное, в том месте, где у нас отмечено маркером,
мы эти маркеры перевесим на ряд выше. Когда мы подошли к тому месту, где у нас отмечено маркером, мы его аккуратненько снимаем, провязываем этот столбик и перевешиваем обязательно, чтобы он у нас был. И таким образом мы провязываем весь ряд до конца. Значит, провязали весь ряд до конца. Теперь смотрите, нам нужно определиться с пуговичками и с отверстиями для них. На какую сторону мы будем делать пуговки. На своем кардигане я решила, что пуговицы будут у меня слева. Отверстия, вернее, для пуговиц будут слева. А с правой стороны у меня они будут пришиты. Значит, сейчас делаю воздушную петлю, вяжу до маркера, как обычно, столбиками без накида. А в конце этого ряда нужно будет сделать отверстие под пуговички. Довязала до маркера, снимаю его и вяжу 3 столбика в одну петлю основания. 1, 2 и 3. Отмечаю центральный. Далее вяжу по узору, так как я вязала второй ряд. То есть в том месте, где висит маркер, нам нужно провязать 3 столбика в одну петлю основания, а центральный столбик из этих 3 отметить маркером. Повторяем вязание до конца ряда. В конце ряда нужно оставить не провязанными 5 петель. Вот у меня остается 5 петель. Я вяжу 2 воздушных петли, а внизу, в предыдущем ряду, я оставляю не провязанными 2 столбика. Оставшиеся 3 столбика провязываю как обычно. Ряд завершен. Вот так в целом у нас должно получаться. Продолжаем делать прибавочки. Пуговицы я буду делать далее, в каждом 12 ряду. Общая длина линии реглана у меня получается 14-15 сантиметров. 14 она идет по таблице. Табличку можно будет как найти в интернете, так и посмотреть ссылочку у нас под видеороликом. Но я беру не 14, а буду вязать все-таки, чтобы пусть этот сантиметр будет у меня в запас. Чуть дальше я вам объясню, зачем это. Поэтому я буду вязать длину 15 сантиметров линии реглана. Продолжаю делать прибавки также через ряд. Вот так должно у вас в итоге получиться. Сейчас мы замеряем, что у нас получилось. Вот от верхней точки и вниз до маркера у меня 15 сантиметров. То, что я и хотела. Общая высота от верхней части, от воздушных петель, и вниз столбиками без накида у меня получается 15 сантиметров при моей плотности и моем крючке 26 рядов. В 27 ряду я буду отделять петли рукава от основной части. Когда будете вязать верхнюю часть, не забывайте про то, что нужно делать сразу отверстие для пуговичек. Делаем воздушную петлю, провязываем петли полочки, вяжем их до маркера. Крайнюю петельку из тех, что мы пускали на прибавки, то есть где у нас был 1, 2, 3, мы ее провязываем. Ту петлю, в которую крепили маркер, мы также провязываем на основную часть. Теперь дальше. Петли подрезы. Я стараюсь их все же делать, чтобы на пузике не давило. Мне достаточно 2 петель. Теперь петли рукава, я их оставляю 42 петли. Убираю маркер, в это место ввожу крючок и дальше продолжаю вязать столбиками без накида до следующего маркера. Так, ряд я довязала, теперь смотрите талия. Талию я провязываю на таких крошечек всего 10 рядов, включая тот ряд, который я уже провязала. Проще говоря, провязываем еще 9 рядов без каких-либо изменений, все теми же столбиками без накида.
Вот такое полотно у меня получается, но это если у вас идет, ну, как бы физиологически стандартный ребеночек. Если ребеночек пухляж, берите во внимание расчет реглана с верхней части, обязательно учитывая окружность живота малыша, поскольку вы верх свяжете идеально, а в пузике она попросту будет топорщиться и будет маленькая. В общем, сейчас приступим к отметке, как делать рюши. Я хочу сделать складочки здесь максимально объемными, чтобы они прям были четко выделены. Если вы такие делать не планируете, то сейчас скажу по расходу пряжи. Если у вас будут необъемные складки, то вам буквально хватит, чтобы ушло 5 мотков. Ну, упаковка на такой возраст, год-полтора. Это если не пухлый ребенок. Если пухлый ребенок, значит 6 мотков. Если вы будете делать объемные складки, как я, то уйдет 6 мотков. Сейчас я отмечаю центральный столбик от самого верха и ведем аккуратно крючком вниз. Можете при помощи линейки его найти быстрее. Отмечаем центральный столбик. Теперь в две стороны от него отмечаю в одну сторону 3 петли, устанавливаю маркер, и в другую сторону также 3 петли и устанавливаю маркер. Потом через 9 столбиков в 10 я буду устанавливать следующие. Как в одну сторону в 10 столбик, так и в другую сторону в 10 столбик. Если вы не хотите, чтобы у вас были такие частые складки, то просто увеличиваете количество столбиков между маркерами. Но маркеры желательно все-таки повесить или отметить контрастной какой-то ниточкой, чтобы не запутаться на первых рядах. Теперь приступаем к вязанию. Делаем воздушную петельку. Вяжем столбики до маркера. Не забывайте про отверстие для пуговичек, чтобы потом не распускать очень много рядов и делать отверстие там, где вы пропустили. Убираем на время. Теперь в эту петельку мы вяжем. Сейчас поближе камеру опущу. Мы провязываем 3 столбика в одну петлю основания. В центральный мы также устанавливаем маркер. Я этого делать не буду, поскольку я вяжу уже не первый кардиганчик. А новичкам все-таки рекомендую сразу отмечать, где вы делали прибавки. Особенно это важно, если вы вяжете из меланжевой темно-серой пряжи или черной пряжи. Там не сразу заметно будут эти прибавки. И тем более при плохом освещении. Продолжаем вязать весь ряд, провязывая в местах установки маркера по 3 столбика в одну петлю основания. Провязала весь ряд до конца. Маркер я убрала, они мне уже не понадобятся. Сейчас мы приступим к вязанию следующего ряда. Он также будет у нас с прибавками. В тех местах, где и были у нас прибавочки. Но это такие прибавки, чтобы получить объемные складки. Если вам они не нужны такие крупные, вы просто этот ряд, вот что я сейчас вяжу, вы его пропускаете. То есть у вас будет первый ряд с прибавками и сразу третий ряд. Вяжу петельки до того места, где у нас выполнены прибавки. Теперь как мы поступаем? В первую петельку мы провязываем 2 столбика в одну петлю основания. В следующую мы вяжем 3 столбика в одну петлю основания. И в следующую петельку мы вяжем 2 столбика в одну петлю основания. До следующей прибавки мы вяжем по одной петле в одну петлю предыдущего ряда. Довязал до того места, где у нас прибавки. Вот они, эти 3 петельки. Теперь смотрите, сейчас мы вяжем точно так же. 2 петельки в одну петлю, 3 во вторую,
и 2 в третью. В первую петельку вяжем 2 столбика в одну петлю основания. Специально все подробно проговариваю, чтобы вам было максимально понятно. Во вторую петельку мы вяжем 3 столбика в одну петлю основания. И в следующую петельку, в третью, мы вяжем 2 столбика в одну петлю основания. Повторяем вязание до конца ряда. Ряд я провязала, уже вот такие вот задатки рюши у нас получаются. Но сейчас будет еще один ряд с прибавками, это третий ряд. Повторюсь, если вам не нужны будут такие объемные складки, вы можете посмотреть ближе к концу видеоролик и увидеть, какие они получаются. Если вам такие не надо, просто потом в процессе вязания второй ряд пропускайте. Делаете первый и третий. Так, вяжем столбики до прибавок. Не забываем про отверстие для пуговиц. Так, подошла я к этому месту. Вот оно. Теперь здесь мы вяжем по 2 столбика в одну петлю основания. Провязали все петли, которые у нас были в предыдущем ряду с прибавками. С обратной стороны лучше проверить, чтобы не пропустить. Вот я вот одну пропустила. Теперь до следующей прибавки вяжем как обычно. 1 петля, 1 столбик. Довязала до следующих прибавок. Здесь также вяжем по 2 столбика в одну петлю основания. С обратной стороны прекрасно все это видно, поэтому не пытайтесь проскочить этот момент, если вы вяжете крупные рюши. Я их называю рюшами, а по факту это получаются объемные складки. И теперь повторяем до конца ряда. Вот так у нас должно получиться. Частые объемные складки. Теперь вниз для себя я определила длину изделия 44 ряда, которые я буду провязывать. Их я буду вязать без каких-либо изменений. Единственное, делать отверстие для пуговиц. Вот такой длинненький кардиган уже получается. Он даже у меня не умещается весь в кадр. Теперь буду приступать к вязанию рукавов. По желанию, я забыла сказать, низ изделия вы можете обвязать одним рядом рачий шаг. Но это на любителя. Мне нравится, например, когда я отделываю низ изделия или низ рукавов именно этой вязкой. Рукава можно вязать и поворотными рядами, и в круговую. Когда я вяжу в круговую, я путаюсь в рядах, говорю честно. Поэтому я предпочитаю вязать их поворотными рядами, а в конце потом уже сшить. Прикрепляем нить, смотрим, с какой стороны это будет у вас удачнее, с лицевой или изнаночной. Здесь обращаем внимание на то, чтобы не сбился рисунок. В моем случае это с изнаночной стороны. И первый ряд у нас будет по изнаночной стороне. В нем же нужно в начале и в конце ряда сделать убавки. Делаем по одной убавке. Вводим крючок в первую петельку, вы ее сразу увидите. Теперь во вторую петельку вводим крючок. На крючке у нас 3 петли. Захватываем рабочую нить и через все 3 протягиваем. Теперь провязываем все петли по рисунку, и в конце ряда нам нужно будет сделать также одну убавку. Довязали петельки до конца ряда. Теперь вводим крючок в одну петельку,
во вторую, это та, что у нас с регланной линии, и третья в линию подрезов. Захватываем рабочую нить и протягиваем сквозь все. Воздушная петля, поворачиваем вязание. Теперь мы будем делать по 2 убавки в ряду, то есть в начале и в конце ряда, в каждом 8 ряду. То есть 7 рядов провязали, в 8 делаем убавки. Снова 7 рядов провязали, в 8 делаем убавки. Так нам нужно будет повторить 4 раза. Когда мы сделали 4 раза убавки в каждом 8 ряду, нам нужно сделать еще 1 раз убавку. Это в начале и в конце ряда через 6 рядов, то есть в 7 ряду, чтобы у нас в работе осталось 32 столбика. После всех убавок нам нужно провязать еще 22 ряда прямо. В конце можно по желанию провязать 1 ряд узором рачий шаг. Сейчас я покажу, как провязывается этот узор рачий шаг. То есть мы будем вязать слева направо, делаем воздушную петлю и, не поворачивая вязание, вяжем все те же столбики без накида в обратном направлении. По одному столбику в одну петлю основания. И тогда у вас получается край рукава вот такими вот зубчиками. Так, рукав я выполнила, и один, и второй. Сейчас покажу, как я сшиваю. После того, как я довязала рукав, нить обрываю с запасом, чтобы этой нити хватило мне на сшивание. И видите, какой брак попался в упаковке, что у меня нижняя часть рукава, она по тону чуть отличается от того, что у нас в основном полотне. К сожалению, такое бывает. Желательно, когда приобретаете пряжу, обращать внимание не только на цвет, но и на партию пряжи. В противном случае может получиться вот такой вот небольшой нюанс. Сшиваю я достаточно просто. Беру иголку, самую большую, самым тупым кончиком. Прикладываю 2 края друг к другу, чтобы максимально совпадал ряд с рядом. Вот таким образом. И по изнаночной стороне начинаю сшивать. У меня кардиган сейчас изнаночной стороной ко мне, поскольку предварительно я его вывернула. И вот так вот ввожу иголку. Куда вводить, вы также поймете в процессе. Это те места, где у нас были воздушные петли в начале ряда. То есть 1 раз вот здесь вот, где такая вот полосочка углубленная. Говорю самым простым языком, как оно выглядит. А 2 раз ввожу там, где у нас вот здесь вот такая петелька. И все, вот таким вот швом я продолжаю сшивать весь рукав. Вот такой кардиганчик уже получается. Видите, он даже крупноват для захвата моей камеры. Рукава я делала с запасом, чтобы получился такой красивенький отворот на них. Также важный момент, когда вы вяжете изделие на заказ, и если вы сомневаетесь в тех замерах, которые вам прислали, можно воспользоваться всегда табличкой в помощь и по этой табличке сделать буквально 1 см запаса, как на рукава, так и на низ изделия и на реглан. Тогда вы точно не ошибетесь. В любом случае, пусть изделие будет лучше чуть-чуть великовато ребенку, нежели ваш клиент расстроится, что изделие оказалось либо впритык, либо мало. Сейчас мы будем приступать к вязанию капюшона. К
Капюшон вяжется очень-очень просто. Прикрепляем нить и провязываем следующим образом. 6 столбиков без накида, 2 столбика в одну петлю основания, 6 столбиков без накида, 2 столбика в одну петлю основания. Чтобы в ряду у нас получилось 82 столбика. Теперь вверх мы будем вязать поворотными рядами 50 рядов, чтобы капюшон у нас был тоже такой достаточно крупный, а не впритык на голове у ребенка, чтобы он ему в дальнейшем не тянул. Я не буду сейчас зацикливаться и делать подробное видео по тому, как я вяжу капюшон. Здесь все достаточно просто. 82 петли и 50 рядов в высоту. Далее сшивание. Вот так у вас должно получиться. Теперь как мы будем сшивать наш капюшон? Можно сшить все той же иголкой, а можно сшить при помощи крючка. Мне удобнее будет сделать это при помощи крючка. Еще сейчас я вам замерю, чтобы вы посмотрели, какой размер в сантиметрах получается. От наборного ряда будем считать 27 сантиметров. Это тот ряд, который у нас был из воздушных петель. Вот от него мы считаем. Теперь, собственно, само сшивание капюшона. Складываем две части вместе и вводим крючок сначала в одну половинку капюшона, затем во вторую и провязываем соединительные столбики. То есть захватили рабочую нить, протянули сквозь те две, в которые мы ввели крючок, и сразу же в ту, которая у нас изначально остается на крючке. То есть вот таким образом. Ну или если вам это трудно, вы можете один ряд сделать столбиками без накида. Теперь можно нить обрезать, закрепить и спрятать хвостик. Хвостик прячется вот так при помощи иголки в предыдущий ряд. Еще забыла сказать по пуговичкам. Отверстия для пуговичек я решила сделать всего 6. То есть 6 пуговичек, мне кажется, будет вполне достаточно на кардиганчик такого размера. Да даже для 4-летнего ребенка 6 пуговиц будет более чем достаточно. Теперь остается только пришить пуговички. Я вот так вот раскладываю полотно, отсчитываю количество рядов, в каком ряду делала отверстие. И в этом же ряду с противоположной стороны я буду пришивать пуговки. Пуговки у меня из старых запасов, еще с тех времен, когда я вязала на заказ. Особое внимание пришиванию пуговицы я уделять тоже не буду. Здесь все просто. Я пришиваю той же нитью, которой вяжу кардиган. Единственное, прохожусь 2 раза. Потом делаю плотный узелок. Эти хвостики я прячу также в полотно. Ну или если вы сомневаетесь, что ваша пуговичка в процессе носки может узелок распуститься и оторваться, вы можете либо это место аккуратненько подклеить клеем секунда, там прям буквально малюсенькую капельку потребуется. Как такой способ делается, я сниму отдельный видеоролик на канал и потом вам пропишу его здесь в описании к видеоролику. Либо можно вот так, как я, длинные хвостики оставляете, завязываете и прячете. Ну или если уже прям очень-очень страшно, можно подшить обычной швейной иголкой весь вот этот узелок. Обратите внимание на то, какие объемные складки получились. Вот про них я вам и говорила, что когда вы будете вязать кардиганчик в целом, решайте сразу, какие вы хотите. Если вот такие ярко выраженные, тогда вам потребуется на 1 моток больше. Если будете делать их менее выраженные, соответственно, на 1 моток меньше. Расход по моему кардигану у меня ушел 1 моток на капюшон, 1 моток на кокетку до того момента, как я отделяла рукава, 1 моток на рукава, это уже получается 3 мотка, и остальные 3 мотка у меня ушли на основную часть кардигана. На размер 1,5 год, 86-92 сантиметра ростом. Также не забывайте про то, что после того, как вы связали готовое изделие, то нужно будет его обязательно постирать.
Поскольку пряжа вся хранится на складах, в упаковках, на ней по-любому будет какая-то пыль. Плюс, когда дома она у вас хранилась, и даже когда вы вязали. Ну и потом посмотреть, как поведет себя изделие в целом после стирки. И уже давать рекомендации по уходу. Сейчас я сделаю замеры. Смотрите, от верхней части, где делала первые прибавки, и до самого низа длина моего кардигана 44 сантиметра. Полная длина рукава по верхней части, то есть, как она говорится, с окатом. 39 сантиметров. От внутренней части рукава и также до низа у меня 26 сантиметров. Когда в подвернутом состоянии рукавчик, у меня получается 21 сантиметр. Теперь смотрите по талии, что у нас получается здесь. В сложенном положении у меня 28 сантиметров. Это если учесть, что пряжа после стирки еще дает небольшую растяжку. Еще сейчас замерю верхнюю часть нашего рукава. В сложенном состоянии 11 сантиметров. Теперь очередь капюшона. Сложенный он у меня получается 23 сантиметра. Ну а теперь нам осталось связать красивый бантик на спинку. С бантиком все достаточно просто. Светлой пряжи у меня не оказалось. В идеале, конечно, был бы просто красивейшим бант из белой или молочной пряжи. Но у меня ее нет, а есть только остаточки вот такой вот меланжевой Alize Midi. Будем делать из нее. С бантиком все очень просто. Набирайте нужную цепочку из воздушных петель. Допустим, 30 петель набираем. И вяжем поворотными рядами то количество, какой вы хотите бант. Если побольше, значит делаем больше количество рядов. Если поменьше, значит меньше. Допустим, вы набрали 30 воздушных петель, и в высоту нужно будет провязать рядов так 18-20. Теперь обвязываем рачьим шагом. Обвязанным этот бантик кажется более таким завершенным. И да, я вам сказала примерные цифры, как и сколько петель, сколько рядов делать для бантика. Здесь я только рассказываю ориентировочно, как его сделать. Остальное все уже смотрите по своим желаниям, поскольку они могут отличаться от того, что я вам тут рекомендую. Может быть, у вас другая пряжа, другой крючок, и вообще вам нужно только фактически знать, какие ряды, сколько петель, и все. И этого будет достаточно. Вот так должно в итоге получиться. Ниточку обрезаем. Хвостик этот потом мы спрячем. Теперь нужно отрезать нить, чтобы эту нить обмотать вокруг бантика. Или если вы не хотите, вы можете связать узкую ленту из столбиков без накида. Теперь смотрите, как делается бантик. Складываете пополам и краешки вот так вот отгинаете. Смотрите еще раз. Сложили. Теперь вот так загнули. И с другой стороны точно так же. Находим центр. Сначала прошиваем иголкой с изнаночной стороны несколько стежков. Теперь прошиваем до лицевой стороны. И нам остается обмотать готовой ниточкой весь бантик.
Вот такими вот легкими, не сильно стягивающими движениями мы его обматываем. Также можно украсить бусинами. И смотрите, что я вам еще не сказала. Если вы хотите такой кардиган связать, но на мальчика или на девочку просто прямым, и вам не нужны эти складки, вы просто пропускаете эти ряды в вязании, а остальное все делаете точно так же. То есть пропускаете ряды, где нужно вывязывать рюши, складки. Вяжете прямое полотно желаемой длины, даже по этому описанию, которое я вам сейчас здесь рассказала. Провязываете, и все, и у вас готовый кардиганчик, даже на мальчика. Вот такие красивые бусины мы сюда с дочками выбрали. Теперь их пришиваем. Осталось пришить готовый бантик на наш кардиган. Помните центральное место, где мы отмечали, центральный маркер вешали мы. И вот сюда мы будем пришивать наш бантик. Вот и все. Вот такая красота у нас получилась. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы подписаться и не пропустить выхода новых видеороликов. Пока-пока и до новых встреч!